Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какую красивую косичку мы будем с вами сегодня вязать. Это коса-колосок. Мастер-класс мы делаем по просьбе нашей подписчицы Юлии Томас. Она прислала нам вот такую фотографию и попросила помочь ей разобраться с этим узором. Юлия начинающая вязальщица, и для нее этот узор представляет определенную трудность. Мы зашли на сайт, где выставлена эта фотография, и увидели, что это замечательная мастерица, у нее много красивых работ, и она предлагает платное описание этого пуловера. Кстати, ссылочку на этот сайт смотрите под видео. И, естественно, схемы там не было. Тогда Юлия прислала нам схему, она нашла похожую схему на сайте у Елены Аверчевой. Ссылку на этот сайт тоже смотрите под видео. И вот прислала нам вот такую схему. Но эта схема на 16 петель, там косичка получается узкая. Мы нашли там же у Елены Аверчевой схему на этой косы на 24 петельки. Посмотрите, как она красиво смотрится, и вот, по-моему, она больше подойдет вот для вязания пуловера, ну, взрослого пуловера. Для детского подойдет и та косичка. Это коса-колосок. Так она выглядит, если вязать ее снизу вверх поворотными рядами. И, естественно, если вы будете вязать ее сверху вниз, она будет уже выглядеть вот так и действительно похожа прям на колосок. Давайте свяжем эту косичку. Будем вязать на этом же образце. Схему я тоже взяла у сайта Елены Аверчевой. Я не буду, так сказать, изобретать велосипеда. Раппорт узора составляет сама косичка 24 петли и по 2 петельки изнаночной глади по краям. Значит, всего мы набираем 28 петель узора и по 2 петли кромочных. 30 петель мы набираем на спице и высоту 12 рядов. Узор несложный, и я рекомендую его для начинающих вязальщиц. Для того, чтобы образец не заворачивался, я провязывала по 4 петли платочной вязки с каждой стороны. Сейчас я буду говорить, молча провязывать свои эти петельки, и вам буду говорить, для тех, кто записывает, только петли раппорта. Итак, давайте начинать. Начинать мы будем с первого ряда. Вы набираете на спицы 30 петель и вяжете сразу после кромочной, будете вязать петли раппорта, которые я говорю. Итак, мы вяжем первый ряд. 2 изнаночных, берем дополнительную спицу и 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 3 лицевых, и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Далее вяжем 3 лицевых. Затем снова берем дополнительную спицу и снова оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой. И точно так же провязываем 3 лицевые, и петли с дополнительной спицы мы вяжем лицевыми. Далее 3 лицевые, и затем на дополнительной спице мы оставляем 3 петельки за работой. Провязываем 3 лицевые петли и петли с дополнительной спицы мы вяжем лицевыми.
И в конце ряда у нас 2 изнаночных. Во втором и во всех изнаночных рядах мы вяжем петли по рисунку. Это значит, что мы вяжем петли так, как они на нас смотрят. Лицевые петли по краям мы вяжем лицевыми, и в центре узора у нас все петли изнаночные. Все ряды изнаночные у нас вяжутся одинаково, поэтому я в видео их буду пропускать. Я буду говорить только номер ряда. Вяжем третий лицевой ряд. 2 изнаночных, 3 лицевых, снова 3 петли оставляем на дополнительные спицы перед работой, провязываем 3 лицевые, и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. Затем вяжем 6 лицевых. Затем оставляем 3 петельки на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевые. И петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. У нас в центре узора все петли вяжутся лицевыми. Далее вяжем 3 лицевые и в конце ряда 2 изнаночные. В четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Пятый лицевой ряд. 2 изнаночные, 6 лицевых, три петли оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 3 лицевые и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Затем 3 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые и петли с дополнительной спицы тоже провязываем лицевыми. Затем вяжем 6 лицевых и 2 изнаночных. В шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 7 лицевой ряд. 2 изнаночных, 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, вяжем 3 лицевые и петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. Затем 3 лицевые. Далее 3 петельки оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые и провязываем лицевыми петли с дополнительной спицы. Затем 3 лицевые и еще раз повторяем: 3 петли на дополнительной спице за работой, 3 лицевые и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. В конце ряда 2 изнаночных. В 8 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку.
Вяжем 9 лицевой ряд, 2 изнаночных, 3 лицевых, 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, вяжем 3 лицевые и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Затем 6 лицевых, 3 петли на дополнительной спице за работой, 3 лицевые, и петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Затем провязываем 3 лицевые и 2 изнаночные. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 11 лицевой ряд, 2 изнаночные, 6 лицевых, 3 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 3 лицевые и провязываем лицевыми петли с дополнительной спицы. Затем 3 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые и петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. Далее вяжем 6 лицевых и 2 изнаночных. В 12 изнаночном ряду, это последний ряд раппорта, мы провязываем петли по рисунку. Вот посмотрите, к уже связанному образцу я добавила еще один раппорт вот такого замечательного рисунка, узор коса-колосок. Посмотрите, как красиво смотрится, когда много раппортов связано. И это мы вязали поворотными рядами снизу вверх. Вот так вот она выглядит. Если мы будем вязать по кругу, и вязание у нас будет сверху вниз, то уже будет выглядеть вот этот узор вот действительно как колосок. Ну вот и все. Давайте скажем спасибо Юлии Томас за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нас везде. Ссылки смотрите под видео. Кстати, под видео нажмите на слово «Еще», там много полезной информации. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.